Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, совсем недавно молодой вокалист из Казахстана развернул и поднял с кресел членов жюри шоу «Голос» в Украине. Он спел песню Уитни Хьюстон и буквально свел с ума Ольгу Полякову, которую, наверное, можно назвать королевой украинской эстрады. И я также был впечатлен его исполнением и настолько, что обратился в интернет, чтобы узнать, кто же такой Димаш Даулетов. И, как оказалось, Ольга — это не первая девушка в жюри, которую Димаш шокировал своим выступлением. Да и сам молодой артист очень интересный человек. Он родился в городе Рудный Костанайской области Казахстана, затем перебрался в Алматы. А мечты о том, чтобы стать певцом, появились у него благодаря работе на экскаваторе. Звучит невероятно, не правда ли? Действительно, Димаш Даулетов не просто талантливый парень, это очень интересный человек. И вы знаете, наверное, будет лучше, если он сам про себя обо всем расскажет. Да, мне удалось с ним познакомиться и немного пообщаться. Динмухамед Даулетов очень скромный, интеллигентный и интересный молодой человек. Поэтому не откажите себе, друзья, в таком приятном знакомстве. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, как слышно? Очень хорошо. О, как у вас настроение? Настроение отличное. Я с детства пою в узких кругах, только вот дома, с родными. Так профессионально я не пел, не занимался. Как обычный парень, закончил колледж, технический колледж после школы, после 9 класса. Поступил на специальность машинист экскаватора и бульдозера. Учился 3 года и проработал 3,5-4 года по этой профессии. Я не жалею вообще ни капельки, что у меня был этап именно такой в жизни. Я специально поставил колонку, включал музыку во всю громкость и пел для себя. Тебя никто не слышит. В кабине работаешь и одновременно параллельно поешь, для себя репетируешь. Тогда, да, я только-только начал, наверное, мечтать о певческом карьере, наверное. Динмухамед Даулетов родился в городе Рудном, который находится в Костанайской области Казахстана. Он никогда не мечтал стать музыкантом или артистом. Пение на самом деле для него не было больше, чем хобби. И пел он, как правило, для своих друзей или родственников. Но удивительный, необычный тембр голоса, которым обладает Димаш, все равно нашел свой путь к широкой публике через шоу «Голос Украины», на котором 27-летний вокалист влюбил в себя не только в аудиторию, но и сразу всех 4 членов жюри. Я вот за вчерашний день вашим поклонником стал. Спасибо большое. Посмотрел выступления разные, в том числе в Казахстане. Главный, конечно, вопрос у меня — это что вы с судьями делаете? Вот с Олей Поляковой, а до этого была девушка Ева, да, Ева Бехер, которую вы ее вообще до слез довели. Не знаю, просто так получается. Просто, может, пою всем сердцем. Реакция Оли — это, конечно, нечто. Я не ожидал такой реакции. Я перед сценой себе сказал, заранее я не выбираю наставника. Я просто вышел, спел. Слава богу, все 4 тренера повернулись. Но реакция Оли Поляковой это было нечто. Так как ее реакция невозможно было не идти, не пойти в ее команду. Потому что она так переживала, так как она первой нажала на кнопку, повернулась, и все выступление с самого начала до конца она стояла, не сидела, просто стояла и так радовалась моим выступлением, и у нее в глазах были вот именно искренние эмоции, прям вот я это почувствовала после моего выбора. Она так обрадовалась, и я сам тоже очень обрадовался, что я пошел именно к ней. Она нереально крутая.
работая на тяжелой технике, у Димаша начали появляться мысли о карьере артиста, но он не придавал этому особого значения и продолжал заниматься тем, что делает. Но однажды после работы коллеги услышали, как Димаш напевал в раздевалке, думая, что никого вокруг нет. И они буквально заставили его принять участие в конкурсе вокалистов, который проводился на предприятии. Они первый раз услышали, как я пою, случайно, можно сказать, на раздевалке, коллеги увидели, и все такое, и пошло. Димаш без особых сложностей занял там первое место и отправился на республиканский конкурс «Страна мастеров», посвященный 20-летию евразийской группы. Там он выступил с популярным артистом Айкеном Толепбергеном и благодаря этому выступлению понял, что настоящая жизнь – это жизнь на большой сцене. И вот с этого момента можно сказать, что я почувствовал сцену. Держал микрофон и на сцене пою, и люди аплодируют, люди хлопают, они рады своим выступлением. Это удовольствие не передать словами. И тогда, наверное, я сам решил, что, наверное, я буду певцом. Атмосфера мероприятия вселила в него желание продолжать петь, и Дин Мухаммед принял участие в проекте X-Factor. Затем он с успехом появился на шоу «Голос Казахстан», где занял первое место. Вот именно это ощущение очень приятное, знаете, что все поддерживают твой успех, они радуются вместе с тобой. И вот это самое главное. И любовь зрителей – это самое главное для артиста. Успех в 2017 году помог Димашу еще больше укрепиться в желании нести свой талант людям, и он решил принять участие в шоу «Голос Украина». Почему именно этот конкурс? Димаш несколько лет следил за эфиром, изучал и готовился, мечтал о том, что когда-нибудь сможет выступить на нем. И вот в 2022 году его мечта стала реальностью. Но, как он сам говорит, он не ожидал такого грандиозного успеха. Свои шансы я оцениваю хорошо. Не могу сказать прям на все 100%, но шансы есть. Я не зря пошел, я несколько лет готовился, есть что показать народу. Поэтому несколько лет назад я когда наблюдал другие сезоны, я себя представлял именно на этой сцене, но я тогда был не готов. Я себя знал, что я не готов. И в этом году я уже почувствовал, такое, подсказала, ты должен идти, ты должен попробовать. Друзья, к большому сожалению, не все, о чем мы говорили с Димашем, можно показывать сегодня, так как само шоу еще идет, но мы договорились, что будем держать вас в курсе происходящего, а если вдруг мы снова отправимся в Алматы, тогда вообще сделаем полноценный фильм «Беседа». Возможно, я буду в Казахстане в марте. Я пока не знаю, какой город. Если получится, мы могли бы, в марте это будет, мы могли бы там тоже встретиться, сделали бы живое интервью. Я думаю, что это было бы очень интересно. Было бы круто. Да, я думал, что вы с Алматы, и вот вчера я написал, что вы здесь. Если вы здесь, то можно было и встретить. Оказывается, вы у вас канал такой интересный, Алга, Петербург, с казахскими связан, да? Вы, получается, не из Казахстана или как? Нет. Мы вообще из Петербурга. В 2017 году увидели чисто случайно на ютубе Димаша. Крутой Димаш. Вы же, наверное, знаете. Нет, он самый такой, сейчас самый популярный артист в мире, самый номер 1. Такого голоса нет. С ним я лично не знаком, но мы пару раз встречались в мероприятиях вроде, или даже в ресторане где-то было пару раз встреча, поздоровались и такое. А так его голос, его стиль, его жанр это совсем другое, а мой стиль это вообще другое, и поэтому только, наверное, имя сравнивают, что Димаш. А так, в принципе, хорошо, что сравнивают.
неплохо. А Иманбек, он же тоже на железной дороге работал. Да, Иманбек-то на то время работал, после чего начал тоже заниматься музыкой, наверное, год-два, и после этого сразу как бы его музыка стрельнула. Нема молодец, он сразу же такую попал именно в ту точку, где прям надо. Получил Грэмми. Это мечта каждого артиста. Грэмми. Это нереально. Так что я очень рад за Иманбека, за казахстанца. И пусть и как бы всем артистам и всем певцам, всем музыкантам желаю того же ощутить это, каково это получить Грэмми. И я ему желаю только творческого успеха. Он молодец. А мы вам точно так же желаем. Тоже, чтобы любая ваша цель, любая награда, которую вы хотите. У каждого человека мечта как бы все и выше, выше, выше. Я до этого даже не мечтала о сцене, да. И вот просто хочу сказать, что надо представлять все время, мечтать и добивайтесь, ставьте цели. Я как бы начал как бы свою работу, да, можно сказать, с официантом. Да? Я был официантом. После чего был барменом. После этого стал певцом уже в ресторане. Я там такой маленький ресторанчик в Прудном. И вроде у меня ничего, неплохо получалось, и почему бы не совмещать. И начал в ресторане петь. И после этого начал выступать. Уже как бы вот карьера идет, выше, выше, выше. Хочу сказать, что да, мечтайте, ставьте цели, и оно все будет. Вот очень хорошие слова. Может быть, кто-то посмотрит и тоже, кто давно мечтает. Но надо же еще работать, да? Терпение и труд, супер труд, правильно? Конечно, да, терпение и труд, и поэтому не надо просто лежать и мечтать, да? Да. А надо мечтать, ставить цель и добиваться. Надо работать, трудиться, и все будет. Димаш Даулетов – это очень интересный человек. Его история действительно невероятная, ведь он не просто талантливый парень, хотя, безусловно, его голос – это талант от Бога. Ведь он начал заниматься вокалом только уже во взрослом возрасте. Но он представляет собой народ. Он обычный парень, работяга, который был готов работать на самой тяжелой работе для того, чтобы кормить свою семью. Так что его история – это история о том, как в Казахстане через любые препятствия талант находит дорогу к своей аудитории, несмотря ни на что, ни на какие жизненные препятствия. Ну, мы со своей стороны пожелаем вам, чтобы вы оставались также на этой волне успеха. Вот, пожелаем победы. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся после следующего этапа. Очень приятно было познакомиться, как и на кадрах, так и в жизни. Я вижу, что вы очень хороший человек, очень добрый. И за счет трудолюбия я уверен, что к вам придет еще больше удачи и возьмете любую награду, которую захотите. Спасибо большое за пожелания. Спасибо вам за такие видео, за такие интервью, за такой влог про Казахстан. Спасибо вам отдельно. Спасибо, что позвонили. На связи.